Вы даже не представляете, что может ожидать нас в будущем. В этом видео я раскрою шокирующие предсказания Нострадамуса на 2025 год. Французский провидец, чьи прогнозы будоражат умы вот уже 5 столетий, предсказал события, которые могут изменить нашу жизнь. Сегодня вы узнаете, какие именно сюрпризы приготовил нам 2025. Что, если это касается каждого из нас? Оставайтесь с нами, чтобы увидеть, что ждет впереди. Предсказания Нострадамуса на 2025 год. В своем труде «Центурии», созданном в 1555 году, Нострадамус предрек ряд событий, которые могут произойти в 2025 году. Эксперты полагают, что эти прогнозы скрыты в четверостишиях под номерами от 105 до 117. Что же нас ожидает в грядущем 2025 году? Каким вызовам следует готовиться и какие меры предосторожности предпринять заблаговременно? Перемещение народов и стихийные бедствия. Нострадамус, известный своими загадочными пророчествами, в своих трудах уделил особое внимание теме черных облаков с востока и массовых перемещений народов. Эти образы, согласно современным исследователям, могут символизировать миграционные кризисы, ставшие одной из ключевых проблем нашего времени. Пророк предсказывал, что миллионы людей будут вынуждены покинуть родные места, спасаясь от войн, бедности и климатических изменений. Тьма придет оттуда, где встает солнце. Наступит великое переселение. Темные облака также ассоциируются с предстоящими бедствиями. В некоторых стихах Нострадамус описывает природные катастрофы, мощные землетрясения, наводнения, ураганы и дефицит ресурсов. Его предупреждения касаются голода, который охватит многие регионы планеты, вынуждая людей искать пропитание даже среди корней растений. Эти пророчества становятся особенно актуальными на фоне текущих глобальных экологических угроз и растущего международного напряжения. Нострадамус видел будущее человечества на грани выживания, когда международное право и сотрудничество перестанут действовать, а ресурсы истощатся. Однако он также утверждал, что после всех этих испытаний мир достигнет переломного момента в 2025 году. Истощение природных и энергетических ресурсов. Нострадамус был прав, предсказывая, что численность населения Земли в 21 веке превысит 8 миллиардов человек. В своих работах он предупреждал об опасности безрассудного использования ресурсов, вызванной стремительным ростом населения. Этот процесс, по его словам, может привести к краху мировой экономики, истощению природных богатств, нехватке электроэнергии и даже голоду. Некоторые из его стихов, наполненных мрачными образами, вызвали бурные обсуждения среди исследователей. Одно из них звучит так. «Великий голод, который я предвижу, станет частым гостем в разных местах и затем охватит весь мир. Он будет настолько всеобъемлющим и продолжительным, что люди начнут вырывать корни деревьев и отнимать детей от груди». Хотя временные рамки этого предсказания довольно широки и начинаются еще в конце 20 века, специалисты считают, что 2025 год станет годом, когда каждую неделю нам придется запускать новую атомную электростанцию, чтобы удовлетворять постоянно растущий спрос на энергию. Взрывы в небе. Нострадамус в своих предсказаниях упоминал приближение крупного космического тела, названного им предвестником судьбы, что могло бы стать причиной значительных перемен на Земле. Огненный шар из глубин космоса – предвестник судьбы, к которому обращается мир. Наука и судьба сплетаются в космическом танце, решая судьбу Земли, давая ей второй шанс. Принимая во внимание нынешнее бесконтрольное потребление природных ресурсов, вполне вероятно, что этот второй шанс для планеты может возникнуть лишь после того, как человеческая цивилизация прекратит свое существование. В одном из своих зловещих произведений Нострадамус пишет: «Сад мира близ нового города, путь лежит через пустые горы. Он будет захвачен и погружен в чан, принужден пить воду, отравленную серой. Стихийное бедствие в Бразилии». Многие исследователи полагают, что под садом мира подразумеваются амазонские тропические леса. Страшный образ погружения в чашу и питья воды, смешанной с серой, может символизировать наводнение и вулканическую активность. Расцвет водной империи. Апокалиптические наводнения, возможно, предвещают появление водной империи, которая, как предсказывал Нострадамус, станет источником силы в 2025 году. Из глубины поднимется властитель среди наводнений, достигающих небес. Старые империи рухнут, и придут новые волны власти. Водная империя, рожденная из океанских просторов. Наводнение высотой в милю, упадок империй. Прилив уже начался, вам не кажется? Центурии.
Книга предсказаний Нострадамуса. Книга предсказаний Нострадамуса включает в себя 10 глав, каждая из которых содержит 100 четверостишей. Однако 7 глава осталась неполной, насчитывая всего 42 пророчества. Эти четверостишия обычно называются катренами, поскольку состоят из 4 строк, содержащих завершенную мысль. В книге отсутствует четкая хронология. Главы не соответствуют конкретным векам, а точные даты отсутствуют. Сам автор заявлял, что его предсказания простираются вплоть до 3797 года. Тем не менее, многие толкователи считали, что пророчества ограничиваются вторым тысячелетием. Нострадамус использовал туманную форму выражения, делая свои предсказания еще более загадочными. Кроме того, сложность восприятия усиливалась за счет смеси различных языков, использованных в тексте. В книге встречаются греческие, итальянские, старофранцузские и латинские слова и выражения. Какие же предсказания Нострадамуса уже сбылись? Великий пожар в Лондоне. Значимое событие, предсказанное Нострадамусом, это Великий Лондонский пожар, произошедший в 1666 году. Начавшись из-за небрежности одного пекаря, огонь быстро распространился по городу, большая часть которого была построена из дерева. В Лондоне не прольется кровь праведников. Город внезапно загорится в 1966 году. Старая дама упадет с пьедестала. Другие протестантские храмы тоже будут уничтожены. За 100 лет до этого события ясновидец написал, что те, кто пострадал от пожара 1966 года в Лондоне, будут требовать праведной крови. Интерпретаторы подчеркивают точность указания года возникновения пожара в этом Катрене. Великая Французская революция. Французский прорицатель поразительно точно предсказал Великую Французскую революцию. Он неоднократно обращался к этой теме в письмах к Генриху II, а также оставил Катрены, описывающие ключевые события той эпохи, включая неудачную попытку королевской семьи бежать из захваченного революционными волнениями государства, закончившуюся их арестом. Нострадамус даже упомянул детали одежды короля и королевы, что подтвердилось впоследствии. Народ требует новой Жакерии, страна расколота гражданской войной, железная воля империи ослабеет, прошлое затопчет разъяренная сестра. Как известно, Великая Французская революция началась 14 июля 1789 года. Король Людовик XVI отрекся от престола, а затем был казнен. Вторая мировая война. В трудах французского астролога можно обнаружить намеки на приход к власти в Германии Адольфа Гитлера и начало Второй мировой войны. Под властью Великой Германии окажутся Брабант, Фландрия, Гент, Брюгге и Болонья. После Святого Перемирия великий герцог Армении, осада Вены и Кёльна. Еще один Катрен Нострадамуса посвящен страшной катастрофе. Возле портов 2 городов произойдут 2 несчастья, каких никто прежде не видел. Это пророчество исполнилось в 1945 году, когда вооруженные силы США впервые использовали ядерное оружие против японских городов Хиросима и Нагасаки. Убийство Джона Кеннеди. Джон Кеннеди, один из самых популярных президентов Америки, трагически погиб 22 ноября 1963 года во время поездки в Даллас. Стрелок произвел несколько выстрелов из винтовки, смертельно ранив Кеннеди, который находился в открытом автомобиле марки Кадиллак вместе с женой. Место стрельбы находилось на 6-м этаже книжной лавки. Нострадамус предсказал, что нападение произойдет с высокой крыши на Великого. Работа завершена, создание низвергнется зло на главу, обвинят мертвеца, непричастного, виновный скроется в тумане рощи. Вскоре полиция нашла подозреваемого, бывшего морского пехотинца Ли Харви Освальда, хотя тот отрицал свою вину. Дело так и не дошло до суда, потому что Освальд был убит при задержании. Многие до сих пор уверены в его невиновности. А утверждение Нострадамуса «обвинят невиновного и убьют его» добавляет загадочности этому событию. Пожар в соборе Парижской Богоматери. Другое событие, предсказанное астрологом, произошло в 2019 году. 15 апреля в самом центре Парижа вспыхнул пожар в знаменитом соборе Нотр-Дам-де-Пари, посвященном Парижской Богоматери. В священной земле прозвучит фальшивый голос женщины. Человек зажжет огонь, приняв его за божественное знамение. Землю окрасит кровь отшельников, и святые храмы будут разрушены, словно оскверненные. Пламя бушевало 2 суток. Собору, строительство которого длилось 2 столетия, и который претерпел изменения в соответствии с новыми архитектурными тенденциями, был нанесен серьезный ущерб. Шпиль, построенный в XIX веке, полностью разрушился. Главный храм Франции открылся заново только спустя 5 лет, в декабре 2024 года. Смерть королевы Великобритании.
Особенно важны для современности пророчества Нострадамуса о событиях 21 века. Предполагается, что он предсказал смерть королевы Елизаветы II в возрасте 96 лет и последующее восхождение на престол ее сына Карла III. Поскольку они осуждали его развод мужчину, которого позже посчитали недостойным, народ прогонит короля островов, его сменит тот, кто никогда не думал стать королем. Согласно интерпретациям британского автора Марио Ридинга, британцы могут не признать нового монарха, и тогда власть перейдет не к принцу Уильяму, а к другому наследнику, чья коронация станет полной неожиданностью. Астрология и предсказания Нострадамуса. Первоначальная публикация «Центурий» Нострадамуса не привлекла большого внимания, но ситуация изменилась после гибели короля Генриха II, раненого на дуэли. В его записях обнаружили Катрин, предсказывавший это событие, что моментально сделало его известным. Молодой лев одолеет старого в поединке на поле битвы, ранив его глаз сквозь золотую клетку, что приведет старого льва к мучительной кончине. Позднее, когда Нострадамус поселился в салоне, его посетила Екатерина Медичи, оказавшая ему особые почести и назначившая его придворным врачом и астрологом. За этот период было создано 10 центурий, включающих 942 Катрина, полных загадочных и закодированных посланий. В своих трудах Нострадамус чаще всего обращался к прошлому, используя его для предсказания будущего. Ежегодно публиковались 12 небольших Катринов, соответствовавших месяцам, один общий Катрин на год и прозаический фрагмент пророчеств. Нострадамус предсказывал события, происходящие на всех континентах земного шара. Описывая Северную Америку, он называл ее «Западом без британских островов и Новой землей». Францию он обозначал как Нерсаф, Галлию и Вавилон. Астролог также делал предсказания о России, называя ее Аквилоном, Славанией и славянским народом, а также областью Борея и Новым Вавилоном, предвосхищая образование СССР. Он описывал Россию как государство с климатом, отличным от вавилонского, и даже упоминал Северный полюс. Одним из первых предсказаний о Руси стало предвидение сожжения Москвы крымским ханом Менгли-Гиреем в 1571 году. В его предсказаниях можно найти ссылки на казнь Марии Стюарт и Людовика XVI, а также последующие кровавые события французской революции, зарождение марксизма и социализма. Кроме того, Нострадамус заглядывал в 20 век, предвосхищая появление оружия массового поражения, освоение космоса и развитие электричества, радио и телевидения. Кто такой Нострадамус? Мишель де Нотр-Дам, более известный как Нострадамус, родился 14 декабря 1503 года в городе Сен-Реми-де-Прованс. Его семья имела древние еврейские корни, принадлежавшие к сефардам, которые покинули Пиренеи и обосновались во Франции. В раннем детстве будущий пророк изучал латынь, иврит, древнегреческий язык и математику. Его увлечение астрологией привело к тому, что его стали называть «маленький астроном». В 1518 году Нострадамус поступил в университет Авиньона, где изучал грамматику, риторику и логику. Позднее его образовательная программа пополнилась такими дисциплинами, как геометрия, алгебра, музыка и астрология. Продолжил свое обучение Нострадамус в университете Монпелье, где сосредоточился на медицине и фармакологии. Получив докторскую степень, он стал преподавателем медицинского факультета. Как врач, Нострадамус искал способы борьбы с чумой и разработал профилактические рекомендации: употребление кипяченой воды, тщательная мойка зелени, фруктов и овощей перед употреблением, а также регулярные прогулки на свежем воздухе. После 1534 года Нострадамус переехал в Ажен, где познакомился с философом и поэтом Жюлем Цезарем Скаллигером, который оказал на него значительное влияние. В последующие годы Мишель путешествовал по разным городам Италии, Швейцарии, Южной Франции и Германии. 2 года он провел в монастыре. В 1545 году, когда в Марселе и Эксе вспыхнула эпидемия легочной чумы, Нострадамус прибыл туда в качестве помощника врача Эссера. Мишель предложил профилактическое средство, представляющее собой смесь лекарственных трав, которую следовало держать во рту. Чума стала отступать, и доктор был награжден пожизненной пенсией от властей Экса. Рецепт этого средства Нострадамус опубликовал в своей книге «Универсальное лекарство от чумы», вышедшей в 1561 году. Также Нострадамусу приписывается разработка вакцины против оспы, которую он предлагал использовать для борьбы с этой болезнью. Однако его идеи не получили признания современниками, и массовая вакцинация против оспы началась лишь 2 столетия спустя, благодаря работе английского
английского врача Эдварда Дженнера. Среди достижений Нострадамуса также упоминается открытие 2 кругов кровообращения у человека, что позднее было подтверждено исследованиями Уильяма Гарвея, английского врача и естествоиспытателя, одного из основателей современной физиологии и эмбриологии. Заключение. Существует мнение, что мрачное мировосприятие Нострадамуса, которого называли пророком гибели, сложилось под воздействием Ветхого Завета и глубокой личной трагедии, утраты жены и маленьких детей, предположительно погибших от чумы. Не сумев спасти самых близких, он, видимо, решил предупредить других своими пророчествами о грядущих бедствиях. Однако мы с вами не Нострадамусы и будем верить в лучшее. Тем более у меня к вам есть очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Who are you? Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Всем пока-пока.